Ребенок к ней вообще не хочет. Это ее ребенок. Больше года ограничена в общении со своим сыном. Человек, которому запретили водить автомобиль, Почему-то садится за руль. и едет с ребенком в этой машине. Я просто подошла, я хотела как бы поконтактировать с ребенком. Подлетел и отшвырнул вас, правильно? Меня уже схватили неизвестные мне лица. Мой бывший муж похитил ребенка на глазах у всех. Ну, это вообще уголовное преступление. Но у вас запрет хотя бы на выезд ребенка за границу Конечно, стоит? я поставила. Мои старшие сыновья-близнецы находятся со своим неадекватным отцом. А почему он претендует только на близнецов? Ему интересно вырастить себе подобных. Когда вы сняли это видео, что вы сделали? Где он Ничего. бьет ребенка? Почему? Добрый день. Мы с Сашей каждый раз чувствуем большую ответственность, когда слышим фразы от наших героев «Вы наша последняя надежда». Сегодня в программе наши героини действительно сюда пришли для того, чтобы быть услышанными, для того, чтобы публично рассказать свои истории в надежде на то, что хоть как-то им это поможет. Я всегда против, когда в программе заявлена только одна сторона, потому что хочется же выслушать всех, но тут надо сделать исключение, поскольку вторая сторона просто исчезла в тумане. И мы бы, наверное, не стали пытаться даже помочь, если бы не конкретные абсолютно пробелы в работе и органов опеки, и приставов, а это уж знаете сами наш хлеб. Сегодня в нашей студии Маргарита Погудина из Казани. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Рассказывайте, что случилось? Я уже больше года ограничена в общении со своим сыном, хотя по решению суда ребенок должен проживать со мной. Мой бывший супруг ограничивает полностью мое общение с сыном, не дает мне видеться, никак контактировать. Вчера мы пытались с вашей съемочной группой проехать к ребенку, но уехала в больницу с сотрясением мозга. То есть увидеться, нормально поконтактировать мне так и не дали. Ну, давайте так, поскольку наша съемочная группа действительно явилась свидетелем того, что вчера произошло, мы посмотрим сюжет, потом поговорим. Бабушка, отойди, пожалуйста. Сейчас он отошел на одну секунду. Беги быстрее сюда! Беги быстрее! Бегом! Бегом! Они хотят его утащить! Ты что лезешь-то в машину? Себя тошнит, я прям хорошо видела. А я не поняла, если честно, он меня не толкнуло, будто бы вот так вот прям взял. Он тебя перевернул. У меня нога немного. Мать, смотрите, как она себя ведет, да? Ребенок к ней вообще не хочет. А это ей нужен только шоу. Это ее ребенок. Как она не Нет, может это с ним его пообщаться? ребенок. Это мой Мы же не ребенок. украли. У нас, Почему она понимаешь, общается папа, с ним? молчи. Я Либо не могу выйди вообще, спокойно. пожалуйста. Вы ребенка вот сейчас вот доводите до такого состояния. Он очень переживает. Я вот сейчас вот не поленюсь, я же съезжу в психологическую экспертизу. Ну, Там сделают слушайте, а тоже. как думаете, ребенок не будет переживать по тому поводу, что отец мать на его глазах кинул об асфальт? Ну, ты будешь пожалуйста? Ну, вот этот муж, правда, что вы не можете машину водить, у вас Это не неправда. должно быть прав? Нет, это неправда. Нет, У него мам, есть Мам, права. помочь, пожалуйста. То есть вы отказываетесь сейчас дожидаться сотрудников полиции? Садись быстро. Я хочу понять, что вот вчера произошло. Они были в машине. Вот это что за женщина? Это его мама. Дальше вы что его попросили? Ребенок был в машине. Мы когда подъехали, получается, он вышел из машины, куда-то ушел. Дальше вышла из машины бабушка и начала в машине одевать ребенка. Я подошла, и вот произошло, что есть просто на видео. То есть я просто подошла, я хотела как бы поконтактировать с ребенком, возможно, взять на Он руку, но... подлетел и отшвырнул вас, правильно? Да, он сначала меня ударил, то есть я немножко потерялась, а потом вот скинул. Мгм. Давайте мы сначала все-таки начнем. Как вы познакомились? Как ваш брак проходил? Почему развелись? Мы познакомились в 2017 году, потом поженились, родился ребенок.
Когда Мирону было 1,5 года, Михаил получил сильную черепно-мозговую травму. После этого... А как он ее получил? Он вылетел пьяный с квадроцикла, ударился головой. И сейчас у него какие-то проблемы, да? Он не может водить машину или что? Вождение машины – это он ограничен в управлении транспортным средством по решению судебных приставов. Угу. После черепно-мозговой травмы мы проходили очень долгую реабилитацию. То есть мы учились заново ходить, вспоминать, есть самостоятельно. И, к сожалению, когда через год дееспособность вернулась, но эмоциональный фон как бы не восстановился, мы обращались, с нами работали как бы неврологи. Неврологи прописывали ему антидепрессанты, утверждая, что после его травмы как бы, это нормально, могут быть какие-то неконтролируемые вспышки агрессии, что, нужно там перетерпеть, переждать, и вот медикаменты могут помочь. Но его мама запретила. Запретила что? Принимать антидепрессанты. Он в этом состоянии на вас руку поднимал? Да. Неоднократно у нас вообще причиной развода стала именно его нерациональность, агрессия очень сильная. У Вот нас эти вот есть, и вспышки, нас- которые, в принципе, можно было бы гасить медикаментозно, Да. как и прописал врач, но мать запретила. Да. Поэтому эти вспышки у него периодически случались. Да, И вы от этого страдали. конечно. А что Я- было-то? Давайте мы посмотрим. я, и мой ребенок. Давайте мы посмотрим, что было. Тихо. Дай сюда. Дай, я тебя отпущу. Дай сюда, я тебя отпущу. Мирон! Ну хватит, Мирон! Дура тупая! Тупорылая! За него я тебя могу выкинуть нахрен за окна, дура тупорылая! Я сказала, я даже не сделала зарядку. Заткнись! Я Нет, нельзя я подождать. не видел, нет! За 5 минут ты его не успела. Я сделала зарядку, ты меня нервишь просто ребенок. А ты нервируешь всех! нервишь. Всех! Ты! А что Он за трезвый зарядка? здесь? Да. Что за зарядка? Что это за бред Он вообще? имел такое убеждение, что по утрам нужно делать зарядку. И вот на этом видео как раз-таки конфликт из того, что он не видел, как я сделала зарядку. И, то есть, Из-за зарядки? Да. Вот такое? да, он не давал есть ребенку, пока я не сделаю зарядку. Слушайте, То есть давайте я так. ставлю тарелку, он забирает и говорит... Хорошо, «Нет, знаете, я не так ей». понимаю, что он проявил агрессию и насилие, вы от него ушли, ребенок, когда вы от него ушли, с вами остался? Да. Судом вынесено было решение определения места жительства ребенка со мной. А как он оказался у него? Перед Новым годом я уехала к отцу в другой город на новогодние каникулы. Он знал, где находится вообще ребенок. Они созванивались по видеосвязи, и просто в один день я выхожу с Мироном из дома, подъезжает машина, он сажает ребенка в машину, ничего как бы не говоря, увозит его. И после этого 2 месяца я не видела ребенка, не слышала вообще ничего о нем, на связь он не выходил со мной. Я писала неоднократно в полицию, но как бы полиция ничего не делала. В это время уже было решение суда. Это вот так он его забрал? Я на самом-то деле даже не думала, что он может посадить ребенка в машину и просто вот так увезти. Поэтому я даже не успела как бы среагировать, я не поняла, что происходит. Ну, я так понимаю, что после этого инцидента вы ребенка вернули. Да, я вернула ребенка. Как? Я начала выслеживать их местоположение. Ребенок ходил в бассейн. Я заранее, когда они пришли в бассейн, позвонила в полицию, сообщила, что я хочу изъять ребенка, у меня на руках есть решение суда. Зашла через женскую раздевалку, достала ребенка из бассейна, одела, как бы и все, села к сотрудникам полиции. Мы проехали в отдел. Около отдела он устроил драку. С кем? Он там и сотрудницу полиции ударил, и не знаю, почему его не привлекли, и меня что-то как бы поддержал. То есть там был такой инцидент, то, что я с ребенком иду в отдел на руках, он ко мне подбегает, под камерами около отдела полиции выхватывает у меня ребенка, ему кто-то там препятствует, он начинает махать руками, то есть его в отдел несли 2, я не знаю, там, не сотрудники полиции, гражданские люди, которые оказались рядом, просто вот так под руки, А чтобы у он него шел. оружие было с собой? На тот момент нет. Давайте посмотрим еще один фрагмент видео. Снимай на видео. Сейчас ты играешься? Ушел отсюда. Не выпускайте его, пожалуйста. Ты снимаешь на пистолет? Пистолет. Пусть вызывайте полицию. Он нам перегородил всю дорогу.
угрожают оружием. Так у него было оружие или нет? Полиция не установила. И тогда, как вы разошлись, вот как он вас отпустил на дороге? Он просто мы разъехались, потом он мне написал, что либо я буду брать так, как я захочу, либо ребенок мне вообще не нужен, воспитывай сама. На что я ответила, что хорошо, я буду воспитывать ребенка сама. И он не появлялся, наверное, 3 месяца, то есть вообще как бы нас не трогал. Мы спокойно с Мироном жили. Потом объявился, сказал, что все понял, осмыслил, хочет участвовать в воспитании сына, хочет с ним видеться, будет с ним видеться по порядку общения, которое прописано судом. Пару раз приезжал, виделся с ребенком, играли мы в торговом центре, встречались, потом начал его забирать на несколько часов, на 2-3 часа с предлогом, что бабушка с дедушкой тоже по нему соскучились. И вот 2 раза забрал, привез, потом не привез. И сказал, что он принял решение, что ребенок должен жить с ним. Если я хочу видеть ребенка, я могу вернуться к нему и воспитывать. Если нет, то нет. А судебные приставы как отнеслись вообще к тому, что человек злостно не исполняет решение суда? Что они говорят-то вам? Ничего. Они вообще говорят, что якобы у меня неправильный исполнительный лист. У меня в исполнительном листе написано «обязать передать», а «обязать передать» — это не равно «отобрать». Вот когда... Да, там очень важна формулировка Да, для них. вот это когда правда. принудительно скажут отобрать, Мы тогда, отберем. Тогда мы отберем. У вас буквально вчера был суд очередной, верно? Ведь после чего случилось вот то, что Да. случилось. А И вчера у нас- приставы пытались оправдаться за свои действия, вернее, как мне кажется, бездействие. Давайте посмотрим. Приставы требования им выставили, а органы опеки не явились. Скажите, пожалуйста, а какие меры были приняты в отношении органа опеки? Основания для привлечения к административной ответственности органов опеки не имеется. В акте совершения исполнительных действий, что ребенок отказывается проживать с матерью. Кем это было установлено? Информация о том, что ребенок не желает идти к матери, содержится в ответе органов опеки, который приобщал к материалам дела и материалам исполнительного производства. Исполнительный документ не предполагает принудительное отобрание ребенка у отца. В связи с этим полномочия судебного пристава-исполнителя ограничиваются лишь обязанием должника к совершению исполнительных действий, либо полномочия к принудительному изъятию ребенка и передаче взыскателю судебного пристава-исполнителя данного исполнительного производства не имеется. Как исполнить решение суда, если у приставов нет полномочий? Первый вопрос. Органы опеки по повестке приставов на мероприятие не явились. У них свободных людей не было. Органы опеки составили протокол о том, что ребенок не хочет идти с матерью, хотя никого из них не было там. Главные приставы Татарстана мне говорят, что да, мы обнаружили якобы бездействие в работе приставов Лаишева, но мы премии их лишили. Вот. Премии лишили? Да. Но ребенка мне никто не вернул. Смотрите, давайте так. Вы, исполняя решение суда, который определил порядок общения ребенка, исполняя решение суда, предоставляете ребенка отцу, он, нарушая исполнение суда, Не о порядке возвращает. общения да. не возвращает, и про проживание ребенка не возвращает. И при этом все в шелку. Я имею в виду исполнительные органы власти, правильно? Да. Я предлагаю не только правоохранительным органам, но и всю общественность как-то объединиться в том, чтобы как минимум найти этого человека. Слушайте, мы видели, по крайней мере, 2 правонарушения своими глазами. Первое, да, это нападение с сотрясением. И второе, человек, которому запретили водить автомобиль, Почему-то садится и за едет руль с и ребенком уезжает. в этой машине. Я думаю, что никакие дальнейшие переговоры с этим человеком невозможны, чтобы он вам там не напевал. Желаю как можно скорее при нашем участии вернуть вашего ребенка. А я как психолог готов вам оказать свою поддержку. Спасибо. Я с своей стороны возьму шефство над вашей историей, и, безусловно, у меня нет сомнений, что решение суда будет исполнено. Слушайте, просто еще такой возраст у ребенка, когда это, годами тянуть это просто нельзя.
Я Нет, прекрасно конечно. понимаю, что такой папа может вообще сделать с ребенком, как нарушить его отношения с мамой, что он там наговорил с этой еще мамашей его. Я вот как раз хотела по этому поводу сказать, ведь она сама воспитала сына, и настроить своего же сына против своего внука, я считаю, что это не материнское вообще вот какое-то ощущение, что как будто бы какая-то, знаете, вот зараза. Идет время, как вы правильно сказали. Конечно, нельзя мать настолько с сыном разлучать. А ребенок настраивается каждый день, психологически подвержен вот этой вот атаке. Да, а потом Тебе эту же не бабушку нужна будет мамой мама. называть. Мама же плохая. Да. Вот это Да. самое страшное. Да. Спасибо, будем стараться помочь. Спасибо. Я хочу пригласить в эту студию еще одну героиню, которая тоже, к сожалению, после развода лишилась своих детей. Анна, идите к нам. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте свою историю. Что случилось? Мои старшие сыновья-близнецы находятся в опасности со своим неадекватным отцом. Давно? Да, уже более 10 месяцев. Скажите мне, пожалуйста, чтобы сразу расставить точки над «и». У вас был суд? Да. Решение суда какое? У меня есть 2 решения судов о том, что дети должны проживать со мной. Первый суд в 2020 году был. Он его нарушил, забрав детей. Второй суд был в апреле 2025 года. И по этому суду я получила обеспечительную меру о том, что детей у него должны отобрать и передать мне. То есть это то, чего нет у вас, Да. по сути дела. Да. То есть исполнительный То есть у вас лист именно есть. такая формулировка. Отобрать. А что Да. мешает забрать? Детям 8 лет, и дети не хотят идти к маме, как говорят приставы. А расскажите мне, как вообще так получилось? Ну, вот с самого начала хочется историю понять. В общем, мы прожили 12 лет вместе. 4 совместных детей. А где остальные? Здесь с няней. Остальные с вами? А почему он претендует только на близнецов? Ему интересны мальчики, ему интересно вырастить себе подобных защитников для себя. А младший у вас кто? 2 дочки, 5 лет и годик. То есть повезло, они не интересуют папу? Да. До 3 лет он был обычным папой, который заходил иногда в детскую комнату, повозюкается с детьми по 15 минут и выходит. То есть никакого ухода не было, но в принципе меня это устраивало. Я полностью была растворена в детях. Вот когда детям исполнилось 3 года, он начал с них требовать счет до 10, азбуку наизусть. В 3 года? Да. И за все это отвечали дети. Он их наказывать начал. Как? Сначала шлепками по попе. Постоянно на меня срывался то, что я плохо занимаюсь с детьми, то, что я плохая мать, то, что я ничего не успеваю. Слушайте, а вот вы до программы нашим редакторам сказали очень интересную вещь. Я такой впервые слышал. Он запрещал детям выговаривать букву «Р». Да, он сам картавит, и когда я пригласила логопеда, у детей было много звуков, которые были еще не поставлены. И он зашел к логопеду и начал ей говорить то, чтобы звук «Р» она не трогала. Он не выговаривает звук «Р», Ленин не выговаривал звук «Р», и дети его тоже не будут выговаривать звук «Р». А не страшно вам было от такого человека еще детей рожать? Периодами страшно. Периодами я просто как будто бы морально умирала. Я просто жила как тень. Вы знаете, меня крайне заинтересовали методы воспитания вашего бывшего супруга. Поскольку вы снимали некоторые из этих моментов на телефон, давайте посмотрим вместе. Я не шучу, Дима. Либо ты будешь нормально делать, суй ногу, толкай. Толкай, вот. Я не понимаю, как вот сует ее вообще? Что ты там сделал? Почему тебе криво как-то она идет? Ты видел? Не сапог такой, это он сует. Ногу суй нормально, ровно. Не будете спокойствия. Я с вами по-хорошему. Сколько времени? По какому хорошему идите, делайте все сами. Быстро убираться. А можно шорты одеть? Нет. А что она у тебя? Видишь, какое у тебя расстояние? Она в груди должна быть, лежать, локти должны выведены вперед быть. Вот, раз, ниже еще. У штангистов ноги сильные. Присядь, присядь. Куда ты? Что ты там на колени сел? Вставай. Ты не можешь 4 приложения на руках. С ней на руках писать
директору, да? Что директор? Прикрепите нас к школе. Да, вот так вот, прикрепите нас в школе. Все. Что? Где проблема? Где проблема? У меня в голове? Нет, проблема у тебя. Я тебе сколько замечаний сделал, а? Стоп! Как придурок ведешь себя! Подтягиваться быстро! Что игры его? Он тебя вообще как клоун ведет! Ты стоишь вот так вот, вот так вот! А зачем он штаны снимал? Он ходил голый часто. Это была еще одна причина частого конфликта. Слушайте, какого конфликта? Вы должны ли брать детей и уходить от такого человека? Ну какой конфликт? А у него нет справки случайно? Нет. Вот как бы, когда вы сняли это видео, что вы сделали? Где он Ничего. бьет ребенка? Почему? У меня нет ответа сейчас на этот вопрос. Но вы даже ребенка не пытались защитить, когда он В его тот бил. момент, да. Но я понимала, много раз было такое, что если ты полезешь, то получишь и ты, и дети получат сильнее. Это знали все, и я, и дети. Где мальчики сейчас, вы знаете? Нет, я не знаю, где они. Он их увез на Северный Кавказ, как мне стало известно через несколько дней после того, как он их увез. Я писала обращение в разные органы, писала, но все бездействуют, потому что он отец. Но у вас есть решение суда. Да. Что значит все бездействуют? Он отец. Да, он отец, никто у него это не отбирает пока. Хотя абсолютно очевидно, что после таких видео... У нас есть видео, как ваш бывший супруг исполняет, в кавычках, решение суда даже перед сотрудниками полиции. Давайте посмотрим. Вы зачем убегаете? Я участковому звонил, вы с ума сошли? Мне сказали... Это ее дети, отдайте решение. Это, подождите, так не делайте. Отдадите, пойдем домой, будем сейчас разбираться. Выйдите все, пожалуйста. Нет, вы изымали детей только что. Вы пытались вырвать, я видел. Слушайте, она побежала как мать. Никто не пытался, мы ее убрали. А почему меня обманули? Мы никто не вынужден, мы никто здесь... В чем обман? Как? Мне только что звонили из пристава и сказали, придет один человек, снимет, зафиксирует видео, что дети не хотят идти к матери. У нас полиция заявление поступило, мы заявление отрабатываем. Все, отрабатывайте, пожалуйста. Дети не идут к матери. Пусть не идут, Пишем мы попросим вас. Да. Все, присутствие детей, что с ними все в порядке. Спокойно, идем домой, сейчас будем разбираться. Проходите. Тебе со мной как не стыдно, что ты так делаешь? Я тебе говорил, писал, заявление написано. Мальчики не хотят жить с тобой. Это он так решил, правильно. Приставы не дают мне возможности подойти и забрать детей. Он кричит, как истеричка, и дети повторяют Это его при реакцию. том, что у вас, в отличие от нашей первой героини, да, есть решение исполнительный лист, Отобрать. где сказано отобрать. Я прошу приставов просто дать мне возможность забрать мне своих детей. Понятно. Просто отгородить Смирнова от них, чтобы я их могла унести. Они говорят, что нет, они не могут на это пойти. Если дети получат психологическую травму в этот момент, то они в дальнейшем будут за это в ответе. А то, что дети получают психологическую травму, живя с этим человеком... Вот мне интересно, Михаил, вот что делать в такой ситуации? Тут нужно давить на службу судебных приставов путем бесконечных жалоб, привлечения этих приставов к ответственности путем подачи жалоб в соответствующий судебный орган и работать в этом направлении. На самом деле ваша история чудовищная. И ваше тоже чудовищное. И вот это вот поведение людей, это не моя область, да, я юрист, но мне кажется, что там патология, и в одном и в другом случае вам надо быть, дамы, крайне аккуратны, потому что ваши мужья, судя по их поведению, ведут себя крайне неадекватно, и это может закончиться еще более печально, чем вот вся эта история. С моей точки зрения, как эксперта в этой части, конечно, оставить вопрос о приостановке родительских полномочий и, в принципе, выходить на лишение, как минимум за истязание детей. Но есть же видео, это же неоспоримые факты. доказательства. Это ужас какой-то. Вот. И, конечно, в этой части мы, безусловно, также свяжемся со всеми органами власти и потребуем, чтобы они исполнили решение суда. Совсем недавно все новостные паблики просто взорвала новость.
Ну, я не могу сказать это слово. Выглядело это, конечно, как похищение, но в рамках закона, который действует в нашей стране, отец, конечно, отец в правах не может похитить своего Если бы ребенка. он был один при этом Ну, похищении. выглядело это реально как похищение. Ну, потому что отец, если ты отец, ты так ребенка забирать не будешь. Да еще с помощью нескольких амбалов. Давайте позовем в эту студию Марину Жиганову и спросим, что же у нее произошло в отношениях с бывшим супругом, что дело дошло вот до такого чудовищного инцидента. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте свою историю. Я приехала из города Екатеринбурга сообщить о такой новости. 30 августа 2025 года мой бывший муж похитил ребенка на глазах у всех, у толпы, с помощью грубой физической силы, с помощью третьих лиц. И по настоящее время я не знаю, где находится мой ребенок. На сегодняшний день отец ребенка ограничен в родительских правах, но местные органы власти бездействуют. Ограничен? Ограничен. Ну, это вообще уголовное преступление. Екатеринбург, Вот в вы этом говорите? случае, наверное, слово «похищение» должно действовать. Вот оно уже конечно. действует, если он ограничен в правах. Давайте так, вы нам на месте показали, как это произошло. Посмотрим. Мы шли в главное здание ресторана быстрого питания. Здесь, получается, было летнее кафе, на котором сидел отец. Ребенок никак на него не отреагировал. Отец сидел в телефоне, не подошел к ребенку. Мы зашли в фойе. Мы подошли заказать еду. В этот момент забежал отец, потом забежала его бабушка. Бабушка его схватила, начала всячески зажимать вот в эти части угла, бить его различными частями тела. Потом перенеслись в ту сторону. В данном месте меня уже схватили неизвестные мне лица и дедушка со стороны отца. Получается, он вытащил вот так его из толпы, развернулся и ударил его о данный угол головой и вынес его на улицу. Когда ребенка вынесли на улицу, после чего мне удалось вырваться из рук, я побежала в сторону остановки, но уже следа ребенка нигде не было. Давайте с самого начала начнем. Вы сколько с ним прожили? Вообще мы познакомились в 2013 году, начали совместную жизнь. У меня есть еще несовершеннолетняя дочь 16 лет. Я забеременела, мы зарегистрировали брак в 2016 году, родился сын 23 июля. Вроде бы было как бы все неплохо, но у него уже на тот момент были признаки агрессии. Он не разделял, естественно, любовь мою к дочери, пытался на себя как-то внимание все переключить. Были различные конфликты, вот, и привело все к тому, что возникла необходимость о расторжении брака, потому что я уже не могла терпеть, видеть всякие ругательства в сторону моей дочери, а также одной из причин расторжения нашего брака это была постоянная зависимость от матери, потому что она каждый раз утверждала, что я его брошу. От его матери? Да, от его Свекрови? матери. Это вот Жиганова Анна Яковлевна была Да, сейчас верно. на наших экранах. А вы Да. нам до программы сказали, что у нее было вообще маниакальное какое-то отношение к внуку к вам. Все верно. Примерно в 2019 году, когда ребенку было где-то 2-3 года, она выступила с таким предложением купить ребенка за счет денежных средств, так как она уже родить на тот момент не могла по физическому состоянию здоровья, закрыть часть ипотеки в квартире, в которой мы проживаем, и, то есть, родить нового ребенка совместно вот. Вы сейчас это, подождите, это на полном серьезе? Я на полном серьезе говорю. Более того, хочу также рассказать о том, что первый раз муж ударил 7 марта 2022 года. Далее у нас никаких дальнейших действий со стороны органов полиции не было. Вы заявление писали? Конечно. У нас органы местной власти отвечают мне различными формулировками о том, что сотрудники полиции наказаны, но дальнейших расследований никаких нет. Вот сейчас вообще возбуждено уголовное дело по статье самоуправства. Он находится в исполнительном розыске.
А вы знаете, где он? Где он находится, нам неизвестно, потому что есть... Ну, предполагаете? Нет, не предполагаю. Даже вообще нет никаких мыслей? Потому Но что... у вас запрет хотя бы на выезд ребенка за границу Конечно, стоит? я поставила в феврале 25-го года. А когда он его выкрал? 30 августа 25-го И с года. 30 августа ни слуха, ни дух. Да, И ничего ни не полиция, ни следственные органы, ни судебные приставы Ни не нашли. прокуратура мне никаких ответов вообще А когда не его дает. ограничили в правах? 30 мая. Ну как это вот возможно? Почему и Анну Яковлевну Жиганову не взять за одно теплое место? Не позвать и не спросить, сынок-то где? Он в розыске. А я вам что говорила, эти мамаши? Нормально? Бабушки эти, псевдо. Мой ребенок, я у тебя его куплю и буду его сама воспитывать. Скажите мне, пожалуйста, а этот ваш бывший-то Артем, он один сейчас живет или какая-то завелась у него женщина? Ну, по неподтвержденным данным, у него есть сожительница, и, насколько нам известно, она родила 14 октября. Вот я к этой сожительнице сейчас обращаюсь. 100% же смотрит программу. Но ты вот кто после этого? Ты не понимаешь, что ты следующая? Когда же вы все очнетесь-то? У нас еще Милослава Грабельникова в студии уже больше 2 лет пытается детей своих вернуть. Правильно я говорю? А у вас что случилось? Все верно. Я мама Мирочки и Владика, которым 5 и 7 лет. И последний раз дети у меня были дома 2 года назад. 2 года бьюсь за права своих детей и свои материнские права. В сентябре 23 года мы вообще до сентября с мужем были разведены, Николай Проценко, и осуществляли совместное родительство, когда дети поочередно у папы и у мамы, алименты друг другу не платили, каждый обеспечивал детей у себя. А когда суд вынес решение, что место проживания детей с отцом? Мы тогда не подавали в суд, то есть он требовал подписать соглашение, но это соглашение регламентировало фактически 50 на 50. Его адвокат тогда представился медиатором, сейчас он защищает его интересы. Он уговорил меня поставить, это простая рукописная форма, поставить, что место жительства с отцом, но все остальные вопросы мы присутствуем у врачей вместе, выбираем там образовательное учреждение вместе. Зачем вы подписали место жительства? Я честно говорю, что да, я понимаю, это ошибка, но он сейчас это представляет отказом от детей. Я говорю, это не отказ, это мы регламентировали наше осуществление родительских прав и обязанностей. Хорошо. Я так понимаю, что мировое соглашение у вас пошло лесом, а потом был суд-то, который что-то определил? Да, это была спланированная стратегия. Я вот просто на своем примере всем мамам говорю, никогда ничего не подписывайте. В сентябре 23 года я после своих дней привезла ему детей. Он детей оставил у себя, написал мне, заблокировал мой пропуск в детский сад, начал требовать нотариального соглашения. Что значит он заблокировал пропуск в детский сад? Это был частный детский садик. И но вы мать. Это был неприступный форт. Меня не пропускали. Когда я эти правонарушения пыталась фиксировать на телефон, у меня директор вырывал телефон из рук. Я неоднократно писала в правоохранительные... Директор детского сада выбивал телефон из рук? Да, да. Слушайте, ну и что это частный детский сад? У них лицензия государственная. За такие действия лицензии лишать и все. То есть о чем тут говорить? Что значит вы не ограничены в правах? Вам не могут запретить доступ к ребенку. Сейчас решение суда в чью пользу? И как оно звучит? Значит, решение суда вынесено в пользу отца. У меня есть очень большой вопрос к органам опеки и судье, потому что показания моих свидетелей абсолютно не были учтены. То есть мама говорит, что дети оказались у отца из-за противоправных действий, насилия, потому что я неоднократно обращалась и по побоям и так далее. Судья в решении пишет: свидетель Грабельникова, дети всю жизнь проживают с отцом, у меня нет к нему претензий. То есть не то, что они вырвано из контекста. Мои свидетели этого не говорили. Органы опеки не являлись на суд, то есть суды максимально затягивались. 4,5 месяца явились только после моего обращения в прокуратуру. Вы подавали иск об порядке общения с детьми? Порядок общения был вынесен через 7 месяцев, то есть алименты взысканы с меня моментально. Сейчас есть у вас? Да, есть. Не исполнено за 1,5 года ни одного раза. Понятно. А вы платите алименты? Алименты плачу с первого дня. Задолженности нет? Задолженности нет.
Понятно. То есть вы настаиваете на том, что сейчас вы хотя бы должны исполнить решение суда в порядке общения с детьми, верно? Всё верно, Но вы же да. понимаете, что каждый день, что дети живут там, а у вас отношения, как я понимаю, совсем сейчас не ангельские, они будут настраиваться против А вас. он справляется с детьми или там кто-то появился или что? Он проживает с своей бабушкой, и к нему приезжает мама. А, ну вот. Смотрите, какая история. Вы нам как раз предоставили аудиосообщение, которое, ну, прям подтверждает мое опасение, что дети не просто против вас настроены, а они должны, потому что им внушают, панически мать бояться. Давайте послушаем. Что еще раз? Нам нельзя к тебе приехать. Она говорит, что никому нас не отдаст. Почему? Вам можно ко мне приехать. Это папа не разрешает? Да. Вам всегда мой дом открыт. Мы будем, как раньше, всегда общаться. Хотя я нас в клетки посадить, где Натальяша есть. Скажи, я... Это кто тебе сказал, что я в клетке хотела? Папа сказал? Да. Какой кошмар. И вот, к сожалению, да, временный порядок не исполнен за 1,5 года ни одного раза. Органы опеки, понимая, что на момент суда дочке было 3 года, то есть они не опрашивали дочь в силу ее возраста, но возможность мамы они поставили видеть своих детей в зависимости от их желания. Вы знаете, ситуация очень серьезная по всем этим историям. И я хочу сказать, справедливости ради, вот про Екатеринбург начали говорить. Совсем недавно была история, где ножом угрожал детям и так далее. Незамедлительно отреагировали, детей изъяли, а родителей Следственный комитет арестовал. Да ты что? Да. Ой, спасибо большое. Но давайте говорить открыто. Не Первый канал и Государственная Дума должна исполнять ту работу, за которую люди получают зарплату. И, безусловно, по всем историям, незамедлительно мы со всеми региональными властями свяжемся, отработаем. Но, значит, я призываю все-таки матерей, родителей, в первую очередь, к ответственности. Ну, слушайте, когда вы видите о том, с кем вы живете, вы что дальше ждете? Вы что, ждете, когда он избивает детей, когда он избивает вас? Что вы дальше ждете? Зачем вы дальше продолжаете отношения с этим человеком? Поэтому, безусловно, с вас, ну, я со своей точки зрения ответственности ни в коем случае не снимаю. Но в помощи сейчас нуждаетесь не вы, а нуждаются ваши дети. И государство, у нас в России законы соблюдают. А вот то, что мы сейчас видим на программе, это вопиющие просто случаи, на которые, безусловно, руководители вот этих вот чиновников обратят самое пристальное внимание, и мы, конечно, сделаем все, чтобы защитить интересы ваших детей. Спасибо. Если нужно арестовать ваш счет по решению суда, приставы это делают мгновенно. А если нужно оторвать задницу, выйти из кабинета, найти конкретного человека, спасти конкретного ребенка, у нас нет полномочий. Так если у вас нет полномочий, вы не можете эту работу делать, уйдите с нее. Ну просто уйдите и все. Вы, конечно, тоже наморочили много, накрутили много, но так получилось, да. И вот правильно сказал советный представитель Государственной Думы, что сейчас мы не на вашей стороне, мы на стороне ваших детей. И решение судов должно быть исполнено во всех случаях. Мой бывший муж ушел к его жене. Его жена теперь живет с ее бывшим. Да. А кто первый-то? Первый ушел мой, тогда муж. К ней. Да. Вы потратили все 3 миллиона? Чего они от вас хотят, если и денег-то уже нету? Чтобы брак признать фиктивным. Он всегда говорил о том, что она его уже достала. Она алкоголичка. Ну, естественно, я люблю свою жену. Она каталась с мужчиной на машине. Я каталась, только это... Слушайте, катайтесь с кем хотите. Это потому что это моя личная жизнь. Он еще не погиб. Нет, он уже был катались. признан погибшим. Он не был признан погибшим. Да он, чтобы вас не видеть, поменял фамилию. А как вы отнеслись к тому, что ваша мама пырнула его ножом? Да она там царапнула его. Конечно, я был Нифига себе удивлен. А поскольку получилось так, что с Натальей, которая сейчас живет с вашим мужем, вы мужьями, по сути дела, обвинялись, пришла нам пора Наталью послушать.